Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 10 марта, и сегодня в своем первом материале я хочу поговорить не о самих событиях, которые происходят на украинских фронтах, а о том, что происходит вокруг. Я уже неоднократно говорил, что события в информационной войне, вообще морально-психологической войне, которая сегодня идет по всем направлениям, они не менее важны, чем то, что происходит на фронтах. Потому что почему-то среди верхушки украинского руководства, которое эту самую мысль забрасывает в голову своих украинских пока еще подданных. Так вот, у них есть такая мысль, что вот буквально завтра, буквально там в марте-апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению руководства страны, и таким образом война будет выиграна. Но знаете, я сейчас нахожусь в Севастополе, вижу, что происходит вокруг, также общаюсь с ребятами, которые живут в других городах России. Ну, это одна из очередных сказок, одна из очередных хотелок и один из самых главных обманов, который сегодня пытаются скормить украинцам. То, что я вижу в России, это небывалый патриотический подъем, потому что здесь воспринимают события на Украине как по сути вторую какую-то отечественную войну, вернее третью. Здесь воспринимают события на Украине как необходимость. Необходимость освобождения Украины и ее народа от той клики, которая и начала войну, но не в 2022 году, а в 2014. Ведь война-то по большому счету на территории Украины ведется с 2014 года. Но население Украины предпочитало этого не замечать. Меня не касается, ну и слава богу. А война, она имеет такое свойство, если ты ее долго не замечаешь, то она рано или поздно приходит в твой дом. Это очень страшно, это очень плохо. Тем не менее, так бывало всегда. Но вернемся к России. Что происходит здесь? Вы знаете, российское руководство, похоже, очень неплохо к этой войне подготовилось. Причем в данном случае мы говорим не о войне на Украине. Мы говорим о войне с Соединенными Штатами Америки за передел мира. На самом деле, повторял и буду повторять. То, что происходит на Украине, это локальный эпизод. Этот эпизод будет рано или поздно окончен, страница будет перевернута и события пойдут дальше. А события главные, они еще впереди. Большое противостояние с Западом предполагает, что будет мощнейший экономический кризис. Именно к этому мощнейшему экономическому кризису, очень похоже, Россия готовилась на протяжении всего этого времени. Причем даже ранее 2014 года. Просто с 2014 года эта подготовка пошла во всех направлениях и стала приоритетной для руководства страны. И сегодня, например, западные эксперты с удивлением для себя и ужасом понимают, что Россия действительно готовилась ко всему, что произойдет. И именно по этой причине сегодня большинство населения России абсолютно не пугает ни рост курса доллара, ни все остальное. Да, они боятся, что они станут жить хуже, а они реально станут жить хуже, как и весь мир. Тем не менее, это абсолютно точно не приведет к тем последствиям, на которые рассчитывают и Украина, и Запад. А вот Запад, похоже, в своих оценках очень ошибся. Он сильно сделал большую ставку на то, что россияне, привыкнув жить хорошо и став жить хуже, начнут бороться с властью. Причем первые же их действия, это те же санкции, которые вводят против России, говорят, что они абсолютно не понимают не только русской ментальности, они совершенно не понимают то, чем живет русское общество. Ну, просто всего для примера. В России очень положительно восприняли то, что Запад ударил по российским олигархам. В России очень положительно восприняли то, что западные компании из России уходят, и российское руководство уже, по сути, объявило об их национализации. Вообще, вы знаете, похоже, вот эти санкции, которые сегодня сделали Запад по отношению к России, они полностью развязывают руки руководству страны. Оно не только полностью зачистило свою политическую оппозицию, причем буквально в считанные дни закрыло все их радио, телевизионные точки, оно еще начало делать те реформы, которые российское общество от него требовало на протяжении последних 2 десятилетий. Суверенизация, национализация и в перспективе даже деолигархизация. Причем да, в России безусловно закроются некоторые производства, все это безусловно будет, но в России также есть огромный дефицит рабочей силы, который ранее закрывали, например, иностранные рабочие. И соответственно, если количество рабочих мест где-то сократится, даже на пару миллионов человек, для России это не будет критическим. Тем более, что с учетом той борьбы, которая сегодня разворачивается, огромное количество рабочих мест, но в других отраслях будет появляться. Да, для людей, особенно вот те, которые привыкли там сидеть в офисах, это будет мощнейший излом. Потому что им придется перепрофилироваться, либо упасть на дно. Это касается, например, таких городов, как Москва, Питер, в меньшей степени других городов-миллионников. Но основной массе жителей России, по большому счету, по барабану, сколько стоит доллар и будет ли у них работа или нет. Конечно, она у них будет, и они это прекрасно понимают. И единственное, что на сегодняшний момент реально беспокоит многих россиян, чтобы те события, которые сегодня происходят на территории Украины, обошлись без больших потерь.
Вот это действительно их волнует. Все остальное, пока то, что предлагает Запад против России, оно играет скорее на руку российскому руководству, чем против него. А вот то, что происходит на Западе, уже жители некоторых европейских стран ужасает. Ведь все прекрасно понимают, что рано или поздно этот кризис коснется их. На самом деле критическая точка будет пройдена даже не в 2022 году. Скорее всего, мы увидим ее в 2023-2024. Именно от того, каким образом экономики и России, и Европы, и Соединенных Штатов Америки подготовились к этой борьбе, будет зависеть ее итог. И я хочу, чтобы жители не только Украины и России это понимали. То, что мы сегодня концентрируем внимание на Украине, это всего лишь эпизод. Поверьте, далеко не самый важный эпизод в той борьбе, которая началась. И результатом которого будет новый мир. Совершенно другой мир. И еще раз повторяю. Тот мир, к которому мы все привыкли, все, забудьте, его уже не будет. Да, в Украине он обрушился в один момент. В России эти иллюзии развеются уже в ближайшие недели, может быть месяцы. А остальной так называемый цивилизованный мир, это ужасная правда, начнет накрывать уже к концу текущего года. Хотя некоторые страны, например Прибалтику, все это уже накрыло. И руководство, например, той же Латвии с ужасом смотрит в свое будущее. И именно потому, что данное событие исключительно важно, я все больше и больше внимания буду уделять именно этому вопросу. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. Извините, что не так много конкретики, но будем считать, что это вводный материал. Вводный материал очень большой темы, о которой мы с вами очевидно будем говорить не только на протяжении 2022 года, но и далее. На этом пока все. Следующий материал, предполагаю, будет военная сводка. До свидания.